Друзья, приветствую вас на канале Русторез, где я продолжаю читать для вас короткие, увлекательные рассказы на русском языке. Все как всегда. Текст на русском языке справа на экране. Перевод на английский и другие языки в субтитрах YouTube. Итак, поехали! Петр Фройхен родился в 1886 году в небольшом датском городке Нюкебинг. Получив прекрасное образование, по настоянию отца он поступил на медицинский факультет Копенгагенского университета. Впрочем, Петр весьма быстро понял, что медицина – это не его. Куда интересней ему были истории о первооткрывателях, покорявших бескрайние просторы Арктики. В 1906 году Петр забрал документы из университета и отправился в свою первую экспедицию в Гренландию вместе со своим товарищем, датским этнографом и полярным исследователем Кнудом Расмуссеном. Добравшись до западного берега острова, Фройхен и Расмуссен провели в поселении эскимосов 2 года. Они изучали культуру аборигенов, путешествовали по окрестностям и наносили местность на карту. Вспомнить о большой земле их заставили лишь закончившиеся запасы провизии. Расмуссен решил возвращаться, а вот Фройхен остался. Расставаться с Арктикой ему не хотелось. К тому же он решил попробовать на себе все приемы выживания эскимосов. В следующие полгода Петр вел жизнь немыслимую для обычного европейца. Он самостоятельно построил себе иглу, ледяное жилище эскимосов. Он охотился на тюленей и сражался с волками, которые одну за другой разорвали 7 его собак. Петр едва не стал жертвой белого медведя, но сумел убить его. Шуба из шкуры белого медведя с тех пор была неизменной частью зимнего гардероба Фройхена. Кнут Расмуссен вернулся на остров лишь в 1910-м. Вместе они открыли в северной части острова факторию, торговую базу, обменивавшую охотничьи трофеи эскимосов на ружья, ножи и керосин. Бизнес был прибыльным. Друзья-европейцы так выгодно продавали шкуры и китовый ус в Европе, что вскоре даже основали новое поселение. Они назвали его Туле, от латинского «ultima thule», что значит «край света». Своей факторией Фройхен и Расмуссен руководили вплоть до 1920 года, до момента ее присоединения к Дании. Позже американцы построили неподалеку авиабазу Туле, самую северную авиабазу США. В 1911 году в Гренландии Фройхен женился на местной девушке, инуитке, родившей ему сына и дочь. Семья даже пробовала поселиться в Дании, но
после месяца жизни в городе вернулась обратно в Гренландию. Фройхен был готов провести на острове всю жизнь, но в 1920-м от испанки умерла его жена. Фройхен тяжело переживал ее смерть, и, чтобы отвлечь друга от горестных мыслей, Расмуссен предложил ему участвовать в новой экспедиции. Путь шел вокруг всей Арктики. Во время одного из переходов поднялась снежная буря, и Фройхен отбился от группы. Осознав, что заблудился, он спрятался под санями своей упряжки. Так он думал переждать бурю, а затем нагнать своих товарищей. Буря бушевала всю ночь. Фройхен уснул, а проснувшись, осознал, что находится в снежном плену. Сани занесло снегом, а внутреннее пространство под ними от дыхания Петера превратилось в лед. Пробить его было нечем. Весь инструмент был снаружи, в санях. Для спасения Петр слепил долотообразный инструмент из собственных экскрементов и проделал им себе выход наружу. И, сориентировавшись по компасу, отправился в путь. Идти пришлось пешком. Собаки из упряжки были к тому моменту уже мертвы. Добравшись до базы лишь к вечеру, полярник обнаружил, что несколько пальцев на его ноге обморожены. Зная, чем заканчиваются такие обморожения, Фройхен приступил к ампутации, используя лишь нож и плоскогубцы. Ногу все же не удалось сохранить. После экстренного возвращения домой ее пришлось ампутировать. После выздоровления Петр вместе с детьми отправился в Данию. Чтобы как-то отвлечься, он начал писать киносценарии об Арктике. Первый же из них под названием «Эскимос» купила в 1932 году киностудия Метро-Голдвин-Майер. Компания организовала съемки фильма на Аляске, и Фройхен, изначально приглашенный главным консультантом, сыграл там одну из главных ролей. «Эскимос» получил Оскара, а Фройхен возглавил очень престижный датский клуб путешественников. В апреле 1940-го войска Третьего рейха провели военную операцию против датского королевства. Она длилась всего несколько часов, после чего страна перешла под немецкий контроль. Так называемая мягкая оккупация сменилась на жесткую после того, как датское правительство отказалось ввести смертную казнь за забастовки. Вслед за этим более активно стало действовать и датское движение сопротивления. Одной из наиболее значимых фигур в сопротивлении был Фройхен. После того, как летом 1943-го фашисты разогнали датское правительство и ввели смертную казнь для членов сопротивления, Петр Фройхен был арестован одним из первых. И
приговорен к расстрелу. Приговор должен был быть исполнен на следующий день. Но Петр Фройхен бежал из застенков гестапо той же ночью. Добрался до Швеции, а затем и США. Так он осел в Нью-Йорке. Смерть застала 71-летнего путешественника при подготовке к очередной арктической экспедиции. Питер Фройхен умер 2 сентября 1957 года от сердечного приступа. Конечной точкой его последнего путешествия должна была стать Гренландия. Там, на вершине горы, неподалеку от Туле, и был развеян его пепел. Друзья, вот такая удивительная судьба у нашего сегодняшнего героя. Если вам понравился рассказ, напишите об этом в комментариях. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока.